Ола, чикас, инфляция, цены растут. Как же испанцы справляются с этой ситуацией? Давайте проверим это вместе с вами, отправившись на контрольную закупку. Не забудь подписаться на канал, а мы начинаем. Vamos! Как и в любом большом городе, в Барселоне много продуктовых магазинов разной ценовой категории. Поэтому для чистоты эксперимента давайте отправимся в самый дешевый и один из самых дорогих супермаркетов города и сравним цены на базовые продукты: яйца, макароны, молоко, хлеб и курицу. Итак, что по ценам в дешевом магазине? Самые дешевые яйца здесь стоят 1 евро 69 центов по уценке, М-размер 12 штук. Если смотреть L, то это будет стоить 2 евро 19 центов, такая же большая упаковка. Итак, друзья, мы с вами пришли в отдел с макаронами. Кажется, это тоже обязательная часть каждой кухни. И из того выбора, что я здесь вижу, кажется, что самый дешевый вариант — это вот эти макароны, 500 грамм, пенне ригате, и стоят они по уценке 75 центов. Берем. А тем временем я пришел в отдел с молоком. И здесь, если смотреть, то самое дешевое молоко будет стоить 89 центов. А дешевое оно будет потому, что здесь 0% жирности. Вот такое молоко самое дешевое. Винчик мы с вами сравнивать не будем, но стоит он, конечно, очень дешево. Вот такая обычная бутылка стоит 1 евро. Вау! Европа, ты творишь чудеса. Что у нас по хлебу в самом дешевом магазине? Здесь выбор небольшой на самом деле. И самый дешевый у нас хлеб вот такой, по уценке. Здесь просто гигантский размер, 820 грамм. И стоит это добро 1 евро 9 центов. Ну что, друзья, и последнее — это курица. Я вот взял такую куриную грудку, здесь 2 больших куска, и мы будем ориентироваться на цену за 1 килограмм. 1 килограмм такой курицы, каталанской, стоит 7 евро 39 центов. Соответственно, в этой упаковке 550 грамм, и стоит она 4 евро 6 центов. А что у нас по ценам в одном из самых дорогих супермаркетов Каталоны? Так, друзья, что у нас по яйцам? Что по яйцам в дорогом магазине? Здесь я вижу, есть экологичные яйца с разными сертификатами, с проверками, все как мы любим. Но при этом попадаются все равно битые. Этого никуда не деть. Здесь есть яйца по 10 штук. Вот самое максимальное, что здесь есть, это 10 штук, размер L, XL. И стоят они 2,49. Но в дешевом магазине мы с вами купили 12 штук, размер M. А здесь таких нет. Здесь вот есть экологические, есть от куриц, которые выросли в свободных полях, без заграждений. И чтобы равнозначные у нас были позиции, мы возьмем вот эти супер-пупер экологичные М размера 6 штук. Они стоят 2 евро 30 центов. И так как в дешевом взяли мы 12 штук, умножим на 2, получается 4 евро 60 центов за 12 штук из М размера. Кажется, выходит многовато. Посмотрим, что будет дальше. Итак, мы с вами пришли в отдел с молоком. Здесь мы с вами видим, что здесь вариантов намного у нас больше. Здесь у нас есть не молочное молоко, овсяное, миндальное, вот это вся попсовая попса. Ну, на самом деле, не попсовая попса, я тоже предпочитаю миндальное, потому что, вы знаете, люди взрослеют, на молочку аллергия, поносы, золотуха, ну нафиг. Если сравнивать цены с магазином для бедных,
то здесь, в принципе, на молоко плюс-минус цены такие же. И здесь самое дешевое молоко из того, что я вижу, это вот такое молоко за 1 евро 20 центов. И оно у нас также с нулевым уровнем жира. Так, что у нас дальше по ценам? Ну что же, в магазине для богатых выбор оказался на самом деле невелик, но здесь также есть достаточно дешевый хлеб за 85 центов. Единственное, здесь, в отличие от дешевого магазина, просят такую цену за 460 грамм. Ну что, друзья, а что у нас по ценам на куриную грудку в магазине для богатых? Спасибо, дамочка. Итак, здесь у нас килограмм стоит... сколько у нас здесь стоит килограмм? А я не знаю, сколько здесь стоит килограмм. Здесь не написано. В богатых магазинах не пишут цены за килограмм. Но здесь... Все, вру. Да, наверху, да. Спасибо, оператор. Итак, значит, килограмм стоит 11 евро 49 центов. Здесь вот в этой упаковочке ощутимо меньше положили курицы, чем в магазине для бедных. И такая упаковка стоит 5 евро 29 центов. По весу она тоже не очень большая. Внутри что-то вообще жидкое. И это последний кусок. Ощущение, что мы находимся с вами в магазине для бедных, на самом деле. Очень странно. И последний у нас раздел с макаронами. Что я здесь вижу? Раздел маленький, выбор не супер большой. Здесь, естественно, сверху лежит продукция эко. Все эко у них. Стоит за 500 грамм 1 евро 20 центов. Но, что я здесь обнаружил, очень интересная деталь. Если мы опустимся с вами чуточку ниже, вот так, как мы привыкли, вот так присаживаться, полезно оказывается, то можно обнаружить, что макароны, такие обычные, классические, 500 грамм, они здесь стоят 77 центов. Господа, по-моему, это даже дешевле, чем в магазине для бедных. Что это может значить? Это значит, что даже бедные могут прийти в магазин для богатых и найти продукцию по своему кошельку. Вот такой вот сегодня вышел у нас эксперимент. Напишите в комментариях, во сколько вам сейчас обходятся продукты в магазине. Я на этом с вами прощаюсь. Увидимся в новых роликах. Не забудьте подписаться на канал. Hasta la vista.